Всем привет! Сегодня модель танка М-26 Pershing от фирмы Тромпедер. М-26 Pershing – американский средний танк, назван в честь генерала Джона Першинга, командующего экспедиционным корпусом во время Первой мировой войны в Европе. Танк М-26 Pershing разрабатывался в качестве замены М4 Шерман. Началом истории танка Першинг можно считать 25 мая 1942 года, когда были утверждены новые требования к перспективному новому танку, который должен быть меньше по высоте, примерно той же массы, что и Шерман, иметь более мощное бронирование. Для этого предполагалось переместить трансмиссию в корму, избавиться от карданного вала, проходящего через боевое отделение, а по предложению военных необходимо корпус втиснуть между гусениц, что позволило бы ликвидировать надгусеничные ниши. Таким образом уменьшался заброневой объем, и, следовательно, можно было усилить бронирование лба при сохранении массы объекта. Первой фирмой, которая должна была создать танк, стала фирма General Motors со своим прототипом Т-20. Однако в сентябре 1942 года к разработке новой машины подключились еще две фирмы: Chrysler с прототипом Т-22 и General Electric Т-23. Компании должны были представить на испытании по две машины. По результатам испытаний заказ на выпуск танков получает General Electric. По результатам боев с тиграми в Африке параметры танков пришлось изменить. Отличие от первоначального варианта касалось не только орудия, но и башни. Ее толщину было принято изменить, и она была увеличена у обоих прототипов фирм Т-25 и Т-26. С уже имеющихся 76 до 102 мм башня на прототипе Т-26 была увеличена. Соответственно, изменились и массы машин. Т-25 был уже 36,7 тонн, а Т-26 перевалил за 40-40,5 тонн. Однако под влиянием первоначально относительно успешного применения Шерманов разработка нового танка была приостановлена, так как там считали, что новые машины не будут встречаться в немецких войсках в большом количестве, а противодействием тяжелым танкам должны быть истребители танков. Во время высадки в Нормандии в июне 1944 года подавляющую часть танкового парка составляли танки М4 Шерман. Очень скоро стало ясно, что доктрина использования истребителей танков является ошибочной и ведет к большим потерям. А танки М4 не могут легко справляться с тяжелыми танками противника. По этой причине были снова ускорены работы по созданию нового танка. И танк М-26 Першинг появился на полях сражений только в феврале 1945 года. Первый бой 25 февраля возле реки Рур. И принял танк уже на заключительном этапе войны скромное участие. Вооружением танка является 90-мм нарезная пушка, а также два пулемета 7,62 и 12,7.
Танки Першинг также принимали участие в войне в Корее с 1950 года, но уже в статусе среднего танка, хотя туда было послано относительно небольшое количество танков, так как командиры докладывали с фронта: Корея – страна не очень пригодна для танков. Там его противниками оказались Т-34-85, который он значительно превосходил. Формально он значился тяжелым, поэтому советские специалисты сравнивали его с немецкими тяжелыми танками, а также с тяжелым советским танком ИС-3. Ну и для сравнения Т-34-85, а также ИС-3.